So now notice we're building up. Обратите внимание, да, мы уже надстраиваем. We talked about studying a verse and a paragraph and a section. Мы с вами уже говорили о том, как изучать отдельный стих, и абзац, и целую секцию в Писании. So now let's come back and let's put it all together И теперь давайте вернемся и все вместе соберем. into a whole study. Соберем в изучение книги целиком. All right, so I guess let's do these steps. There's three major steps. Ну, давайте напишем 3 основных шага в изучении книги целиком. There's preliminary steps. And we're going to have several pieces to that. And then that's the things you do before you get started. Preliminary. То есть есть предварительные шаги, то есть то, что вы делаете перед тем, как начать вообще. And then secondly, there's a chapter or paragraph study. Да, и потом идет изучение глав и абзацев. And then thirdly, there's concluding the study. И третье это завершающее исследование. So should I put like 3 main blocks? Well, just so that everybody knows what they are, and then we're going to break it down. То есть будут предварительные шаги. Ну, вы сейчас пока не пишите, это так, может быть, потому что мы сейчас, да, предварительные будут изучение глав и абзацев, и будет уже заключительное соединение всего. So let's look at some preliminary steps. Так, давайте рассмотрим предварительные шаги. So this is what you want to look for as you read the book. Вот что вы ищете, когда читаете книгу. Now, as you read a book, you want to make notes. Когда вы читаете книгу, вам нужно делать в первую очередь заметки. And one way to make notes is colored pens, colored pencils. Один из способов делать заметки это вот ваши разноцветные маркеры, ручки, маркеры, фломастеры, карандашки и так далее. So the first thing you want to do is read the book often enough to get a general idea of what it's about. То есть первое, что вам нужно сделать, это прочитать книгу достаточно часто, несколько раз, чтобы понять основные идеи. Read the book often enough. Несколько раз прочитать книгу. So you want to have a general understanding. То есть вам нужно общее понимание. Just what's the idea of this book? Общее понимание, какая идея основная идея книги. Now, one thing you want to do when you read a Bible book is read the whole book at one time. И что очень важно вам для вот такого чтения, читайте целую книгу за раз. I mean, some of the books are relatively large. А некоторые книги, конечно, они относительно большие. Like the Gospels, like the Gospel of Mark. It may take you 45 minutes or an hour to read the whole book. Как Евангелие от Марка, ну, например, вам может понадобиться там 45 минут, час, может больше, чтобы всю книгу прочитать. Gospel of Mark, 45 minutes. Yeah, maybe it may take you an hour to read that. Может быть час, полтора, кому больше, ну, в пределах, обычно в районе часа. Ты скажешь, когда писать, да? Ты уж пока не пишите. Ну, если я пишу, вы пишите. Hebrews may take you 45 minutes to read the whole book. То есть послание к евреям, может быть, 45 минут понадобится всю книгу прочитать, да? Читать всю книгу за раз. So as you're reading, read the whole thing. You want the overview of what it's about. То есть, когда читаете все сразу. Вам нужно общий взгляд на книгу, общая картина происходящего. Now, as you read through the book, you want to look for a purpose statement. И когда вы читаете книгу, вам нужно обращать внимание на утверждение о цели. Is it coming next? Yeah, this is part of the, Да. next И substep. обращайте внимание, лучше так, ищите утверждение о цели. Now, quite often, this is at the very beginning or at the very end. Очень часто они находятся в самом начале или в самом конце книги. We've seen a thesis in Romans 1, 16 and 17. Мы видим основной тезис послания к римлянам прямо вот в первой главе 16-17 стих. We saw an outline in Acts 1:8. Мы видели план книги Деяний уже в 8 стихе 1 главы. We looked at the first few verses of 1 John. Мы уже смотрели несколько первых стихов первого послания Иоанна. And so those are the statements that you're looking for. И вот это вот те утверждения, которые вы ищете.
Then you want to note the major sections of the book. И потом вы хотите как-то разделить книгу на основные разделы. So as you read, you want to note where something changes. То есть, когда читаете, обращайте внимание, где вот изложение, повествование серьезно меняется. You may want to put a line there as you read. It's like, well, that looks like a section break. То есть вы можете там линию карандашиком поставить. Кажется, что здесь начинается новая секция, да? То есть кажется, здесь начинается новый раздел. Often something will happen. There may be a repeated phrase over and over. Ну, обычно что-то как-то там происходит, да, может эта фраза повторяется снова и снова. If you're reading Jeremiah or Isaiah, you may have something like, in the year of the reign of so-and-so king. Когда вы читаете там Исаию или Иеремию, там обычно там начинает раздел там в год правления такого-то. And these things will provide you with natural section breaks. И вот эти такие вещи, иногда вот эти повторяющиеся фразы, они помогают вам отследить разделение на секции в книге. Now, of course, you want to read the book several times. И, конечно, вам нужно для этого прочитать книгу несколько раз. And this is relatively easy for a small epistle, like the book of Jonah or something И like that. это относительно легко сделать для таких небольших посланий, типа как, и небольших книг, типа книги Иона. So in your second and third time reading through, you want to notice repeated terminology. И вот на вашем втором, третьем прочтении вам нужно уже обращать внимание на повторяющиеся слова. Repeated terms. Yeah, so it could be words, it could be phrases or sentences. Повторяющиеся слова и фразы. Терминология. Повторяющиеся терминология. Могут быть слова, фразы и целое предложение. Now those repetitions may help you understand the theme of the book. И эти повторы могут помочь вам понять тему книги. Those repetitions may indicate section breaks in the book. И эти повторы могут помочь вам разделить книгу на секции. And so you want to find these out and then see what they're dealing with. И вам нужно обнаружить их и увидеть, чего они вообще касаются, с чем они связаны. Okay, so this is your preliminary step. This is getting familiar with the book of the Bible. Итак, это ваши предварительные шаги. Это то, как вы вообще знакомитесь с книгой Библии. Now your second major step, you want to deal with chapters and paragraphs. И второй ваш шаг, большой шаг, это вы исследуете главы и абзацы. Исследование глав и абзацев. So you want to take a sheet of paper and make a column for every chapter. То есть вам нужно взять листочек бумаги и сделать колонку для каждой главы. And in each chapter, you want to note the paragraph divisions. И в каждой главе вам нужно увидеть разделение на абзацы. Как разделяются абзацы. Now the Greek text itself will have paragraph divisions. Let me get into the narrative here. Yeah. So you see, for example, here we have paragraph. То есть в греческом тексте мы видим уже, в греческом тексте, который у вас здесь, уже сделано это за вас, разделен текст на абзацы. And so you want to divide your chapter columns into paragraphs. То есть вам нужно вот эти ваши колонки с главами, вам нужно там разделить на абзац. Понятно, о чем речь? Yeah. So the text that you're reading should have paragraph markers for you. То есть текст, который вы читаете, должен для вас, у вас иметь вот эти вот маркеры, что там, где начинается новый абзац. Is there a Russian version that has paragraphs? Есть ли, на русском версии, где разделение на абзацы, да, есть. Now, as you look at each paragraph, И когда вы смотрите на каждый абзац, which is smaller than the chapter, вы the смотрите, paragraph is smaller than the chapter. то, конечно же, абзац он меньше, чем глава. So you want to write down the subject of each paragraph. И вам нужно написать предмет каждого, предмет или как
идею каждого абзаца. I would be very careful with the section labels. Я бы очень был осторожен с этими вот названиями вот абзацев, да, которые в новых изданиях Библии, в украинском, да. Because those labels are somebody else's theology. То есть эти разделения на вот большие секции и заголовки, это уже чье-то богословие там. But the paragraphs should be divided well. Но абзацы на самом деле должны быть разделены достаточно корректно. Абзацы это норма. So subject for each paragraph. Yep, you want to have a subject for each paragraph. Значит, предмет каждого абзаца. So in a book that's this big, 13 chapters, Ну, предмет или идея, да? Понятно, да? you may have several О чем речь? pieces of paper that get you 13 chapters. То есть вот послание к евреям. У вас может быть несколько листочков бумаги, да, на все 13 глав. And as you label each paragraph, И you'll когда, have a word or a subject that goes all the way through the book. то есть, и когда вы вот именуете, да, пишете там ключевую идею, да, предмет, о чем идет речь в каждом абзаце, у вас уже складывается потихоньку линия всей книги. Now you want to take the first and the last paragraph and think about what they say. И вам нужно особенно внимательно посмотреть на первый и последний абзац, и о чем они говорят. And you want to trace through the paragraphs and see how the author went from his first idea to the concluding idea. И вам нужно посмотреть все абзацы и увидеть, как автор прокладывает мысль от вступления к заключению, от вступительной идеи к заключительной. Now you want to try and determine how does he get there. И вы можете попытаться вот определить, как же автор он эту мысль определяет через всю книгу, как он добирается от начала к концу. The author is trying to prove a point. Автор пытается донести какую-то мысль, продвинуть какую-то идею. He's attempting to get some meaning across to the audience. Он пытается до аудитории донести какое-то значение. And the way he's going to do that is to connect one thought with the next thought all the way down to the end. И то, как он это будет делать, он будет связывать одну мысль с другой и вплоть до конца. So your next step is to connect each paragraph to the one before and the one after. И ваш следующий шаг – это связать каждый абзац с предыдущим и последующим. So you want to look for these relationships that connect them. То есть вам нужно искать эти взаимосвязи, которые их объединяют. Sometimes it's explicit, for example, a conjunction. Например, порой это взаимосвязь совершенно очевидна, когда есть какие-то союзы, вступительные фразы, там, ибо, посему. Sometimes it's implicit. Порой эта взаимосвязь подразумевается. Она не явно, но подразумевается. For example, if the subject was God's authority, Например, если вот предметом обсуждения была власть Бога, and we went to a vineyard, well, the owner has authority over his vineyard. власть Иисуса, и мы перешли дальше к винограднику, да, где у владельца виноградника есть власть над ним. And then we looked at this coin with the image of Caesar. И потом у нас есть монетка с изображением Цезаря. And we have a reference to the image of God. И есть там вроде бы какое-то указание на образ Божий. So Caesar has authority over his image, God has authority over his image. У Цезаря есть власть над своим образом, а у Бога есть власть над своим образом. So that's not an explicit connection, that's implicit. You have to think about it. Это не явная какая-то взаимосвязь, да? Она подразумеваемая, может быть немножко скрытая. Вам нужно размышлять об этом. So you want to understand how the author is making these connections. И вам нужно понимать, каким образом автор делает вот эти все связи, как он проводит эту линию повествования. And then you want to group your paragraphs together into sections. И потом вам нужно все ваши абзацы сгруппировать по секциям. So, because sometimes there'll be a major break, he'll just completely change subjects. И иногда будут очень большие, it's an next point. Well, yeah, and so we want to do that for sections.
He's not going to completely change subjects, but it will be a different major topic. Да, то есть порой есть явные такие, ну, как бы переменные в повествовании, да, то есть, ну, не разрывы, но меняется тема сильно, меняется там, что-то глобально меняется. Абзацы. То есть мы следующий шаг загруппировать абзацы в секции. And so then you want to make sure you connect the major sections. How does each section of the book connect? И потом вам нужно связать вместе уже не абзацы, а секции, да, и каким образом основные секции связаны друг с другом. And once you've done this type of a study, you should be able to understand a great deal about that book. И когда вы провели такое исследование, то вы уже можете увидеть вообще суть, самую сердцевину, да, вообще, что вообще самое главное в этой книге пытается автор донести. So now our third and final major step И наш третий, последний главный шаг is to conclude our study. это заключение. So we want to determine the message of the book in just a few words. Значит, выразить послание, Try to get it to one sentence. идею, главную идею книги One, несколькими словами, желательно в одном предложении. one complete sentence. Книги в одном законченном предложении. So this will be your message statement. То есть вот это будет ваше утверждение о цели, ну то есть о послании книги, да? Не цели, а именно послание. This will be the message the author is trying to communicate to То you. есть вот послание, которое автор пытается до нас донести. And then you want to look and see how each section contributes to that message. И далее вам нужно увидеть, как каждая секция вносит что-то в это послание. Every single thing that he says in that book will contribute to that message. Каждое, вообще все, что говорит автор, будет вносить какой-то вклад вот в это вот базовое ключевое послание. When you really think about it, the Bible's not that big. Если подумать, то Библия не такая уже большая на самом деле. And so it seems that way, but it really is not that big. То есть она кажется, конечно, здоровенной, но на самом деле не такая уж она и большая. Authors don't just write hundreds of pages. Авторы не просто так вот с бухты баранки написали там сотни страниц. So everything they say contributes to the message. То есть все, что они говорили, да, оно вносит свой вклад в послание. Now, if you come to the point where, however you label your section, doesn't contribute to that message, you've misunderstood. И если вы пришли к какому-то моменту, что как бы вы там ни называли ваши секции, не видно, как они вносят вклад в послание, то что-то зашло в тупик, что-то не так. And go back and look and see how you understand the paragraphs and look at how the connections are. Вернитесь, посмотрите, правильно ли вы поняли абзацы, правильно ли вы поняли связи между ними. Now, after spending this much time in the book, you may see where the problem is and you can reconnect it properly. И после того, как вы уже достаточно времени провели над книгой, вы уже будете способны увидеть, где там проблема закралась в ваше понимание и как эту проблему исправить. All right, so let's go through the book of Hebrews. И давайте сейчас посмотрим книгу послания евреям. Now, here is a final picture. И вот здесь такая уже конечная картинка, похожая на те, которые вы делали. Now, this is a chart that connects all the ideas of the book. И опять же, это таблица, которая все идеи книги сводит вместе. All right, let's Should I translate right here maybe? let's see. I'm going to have, as we go through, all of these will be a picture that will come up. Ну вот, по мере того, как мы будем проходить через книгу, все это будут картинки, которые мы будем изучать. Now, since y'all are familiar with Hebrews, what's one of the things that's repeated as we go through the book of Hebrews? И поскольку вы уже знакомы с книгой послания евреям,
какая вот одна вещь постоянно повторяется, когда вы изучаете книгу Евреев? Вера. Faith. Faith is repeated. Вера повторяется. Yes, Да. that will be part of it. Superiority of Christ. Superiority of Christ. Превосходство And Христа. that's what we have here. Christ is superior. Да, то есть вот что у нас здесь, да, евреям. Христос превосходит все. What other repetitions or concepts that are repeated? Какие еще концепции повторяются, какие предупреждения повторяются? Неверие. Неверие. Danger, warnings. That's very good. Предупреждение, Warnings. опасность неверия, да, грех неверия. So there are 5 warning passages. Warning Yes. number 1, warning number 2, warning 3, warning 4, and warning, То есть вот 5 предупреждающих отрывков, да, предупредительных вставок книги о грехе неверия. So these warnings show up repeatedly. То есть вот эти предупреждения, эти вот типа опасность, они повторяются 5 раз постоянно. Now apparently the big repetition is the superiority of Christ over many things. И очевидно, что также заметным повторением является превосходство Христа над всем, что есть и было. And so that's what we have in all of these sections is a comparison. И все, что у нас есть в остальных разделах, помимо повторений, это сравнение Христа с тем, что было и с тем, что есть. So if you'll just read the sections, То есть, I если will вы... summarize them. Давайте я вам прочитаю, да, то есть, should I tell the chapters? No, we'll leave the То есть, chapter. мы видим, как Христос сравнивается с пророками и показывается его превосходство над пророками, это в 1 главе. Мы видим сравнение Христа с ангелами и его превосходство над ними. Сравнение Христа с Моисеем, его превосходство над ним. Сравнение Христа с ветхозаветным священством и его превосходство над ними. Сравнение Христа с Старым Ветхим Заветом. То же самое превосходство. Что? Ну превосходство скинии. Да, следующее, да, это старое святилище, да, ветхое древнее святилище, скиния. Да, превосходство Христа над ней. Ветхозаветная система жертвоприношения, жертв, его превосходство над ними. И превосходство веры в одного лишь Христа. Да, это вся вот с 11 главы до конца книги. Да, превосходство веры в одного лишь Христа. And so this, То есть и помимо этого, да, то есть вставочками 5 предупреждений. So this is going to be essentially the results of us putting all of these paragraphs together. Вот это таков должен быть результат нашего исследования, да, когда мы все абзацы и секции собрали вместе. So as we start out, we're going to have sheets of paper laid out this way with chapters. И когда мы начнем вот такое исследование, у нас будут листочки бумаги, разложенные с главами, с абзацами пронумерованными. In the end, we would like to organize it on one sheet of paper. И в конце концов мы захотим это все организовать вот так на одном листе бумаги. So let's look at some sections here. Вот и давайте рассмотрим здесь некоторые секции. Now, as we went through the book, we saw that there are really 2 major sections of the book. И когда мы вот прочитываем всю книгу, то мы видим, есть по сути 2 большие секции, глобальные, мега-секции. By the way, you'll notice this is pretty much how all the epistles are laid out. How all the All of them. Да, и, кстати, вы заметите, что подобным образом структурированы практически все послания. The first part is a doctrinal section. Первая часть, она такая доктринальная, And the second half is an application section. и, то есть там доктрины, богословия, а вторая часть это применение. Ephesians is the one that's right down the middle. 3 chapters of doctrine, 3 chapters of Например, application. книга послания Ефесянам, она разделена прямо посередине, да, по экватору. 3 главы богословия и доктрин, 3 главы применения. And it's, Galatians seems to be like Galatians is very similar. похоже, ну где-то с 5 главы применения. So here we have more in the doctrine section and less in the application section. Ну, здесь у нас больше по части доктрины изложено и чуть меньше в плане применения.
So it looks like we're being taught something about Christ here. Кажется, что вот нам что-то здесь говорится, учится о Христе, The superiority of Christ. Его превосходство здесь. And then we want to do something with that in the last half. И во второй части нас убеждают авторы что-то же сделать с этим. So the superiority of faith in То Christ. есть и здесь уже речь о превосходстве веры в Христа. All right, so let's again break this down. Ну и давайте снова это как-то уже разделим более на такие большие секции. Да, секции. Okay, so Меньшие секции. this is the first section. Вот это вот первая наша мега-секция. So as we organized all of our paragraphs, Вот когда мы организовали все наши абзацы, we grouped them together into sections. сгруппировали их в секции. And these are going to be the titles of those sections. И вот это будут названия вот этих секций. So this is exactly what we saw in picture form on the first page. Вот это то, что мы видели в виде картинки на первой страничке. We have prophets and revelation, Мы видим пророков и откровения, angels, ангелов, Moses and the law, Моисей и закон, the old priesthood, Ветхое священство, the old covenant, Ветхий Завет, the old sanctuary and sacrifices. Ветхое святилище и жертвы. And so this is a grouping of paragraphs into sections. То есть таким образом мы группируем абзацы в секции. So again, there's two major topics. Есть две главные темы послания к евреям. The doctrine of Christ. Доктрина о Христе, Now that should lead us to an action. которая должна вести нас к действиям. And that's to have faith in Christ. И это действие, это вера в Христа, доверие к Христу. Now another thing that you would do is you went through a book. И еще одна вещь, которую вы сделаете, должны вы сделать. This deals with the audience, and I'm going to just go through these very quickly. But, И я сейчас через это пройду очень быстро, но это имеет отношение к аудитории. well, what's the context? Но каков контекст? And so, who was it written to? Кому написано? When was it written? Когда было написано? Here's a purpose statement. Вот утверждение о цели книги. Это не послание, но это цель книги. If possible, what's the setting? Если возможно, то разобраться, какие были условия, в которых писалась книга. Now let's come back to our study. Обстоятельства. Но вот Alright, теперь so- наши стихи. Key verses. Итак, ключевые стихи книги. Okay, so the key verse you may expect to be at the very beginning. Вы можете ожидать, что ключевой стих будет где-то в начале. And in the first 4 verses, we actually have a comparison. И, кстати, вот именно в первых 4 стихах мы уже видим определенное сравнение. So we start out with God speaking through many people in many different ways. И мы начинаем с того, что Бог говорил разными способами через разных людей. Now in verse 2, in the last days, He's spoken through the Son. И во втором стихе мы уже видим, что в последние дни Бог говорил нам через Сына, в Сыне. And this is going to be our key message statement. И вот это будет наше ключевое послание. As you saw when we divided up the sections, Как мы уже видели, вот как мы разделили секции, we had many people in many different ways. мы видим много разных людей, много разных способов, да, многократно и многообразно Бог говорит. And the comparison is going to be made to God's Son. И сравнение здесь будет именно с Богом Сыном, да, как все вот это сравнивается с Богом Сыном. So in verses 2 and 3, we have several statements about the Son. И вот в стихе 2, 1 глава, 2-3 стих мы уже видим несколько утверждений о Сыне. And in every one of these statements, He is superior И во to всех everything else. этих утверждениях Он превосходит собой все существующее, все, что было. By the way, recognize how verse 2 starts out. In the last days. Кстати, обратите внимание, как начинается стих 2, в последние дни. So that answers the question, are we in the last days?
И, кстати, отвечает на вопрос, в последние дни мы живем или нет? The author of Hebrews says yes. Автор послания к евреям говорит, да, в последние дни. I always love that question. Do you think we're in the last days? Мне так нравится всегда этот вопрос. I Как вы думаете, мы живем в последние дни? always say, well, Hebrews 1:2 says, yes, we are. Да, я говорю всегда, послание евреям 1:2 говорит, да, последние дни. So anyway, Последние дни. just joke on ignorance. Да, это просто такое такое глобальное невежество. So again, you want to find a key verse to the book that you're dealing with. И опять же, вам нужно обнаружить ключевой стих, который, как-то так связывает всю книгу. Let's skip the key people there. Okay, so our first section then. Итак, наша первая секция. So Christ is superior to the prophets in their communication. Первое то, что Иисус превосходит пророков и то, что они говорят. And we find this concept in the first 3 verses. Концепцию видим уже в первых 3 стихах. Now, how is he going to prove that point? И каким образом автор доказывает свою точку зрения. And this is what we want to look at in the text. И это то, что мы ищем в тексте. So the first thing is said, he's heir of all things. Первое, что говорит автор, что Иисус это наследник всего. Well, the prophets are not. В то время как пророки не являются наследниками всего. He's creator. Также он творец, да, через него и веки сотворил. And that obviously makes him more important. Очевидно, это делает его уже более значимым. The terminology there in verse 3 is that he has the essence of God. Терминология здесь в 3 стихе указывает нам, что он образ ипостаси его, то есть он обладает Божьей божественной сущностью. And that says about the same thing. И здесь говорится, да, о том, что He's the sustainer or upholder. да, и что им все стоит, он держит все словом силы своей. He's the redeemer. Также он искупитель, And he's the victor. и он победитель. So, the point of this То есть идея здесь какая? is we had an idea of his superiority. Что мы видим идею его превосходства. The author makes several statements that prove that idea. И автор делает несколько утверждений, которые эту идею подтверждают. And that's how these things are connected in the author's mind. И вот таким образом эти все вещи связаны в мышлении автора. Now the next point he makes is Christ is superior to the angels. И следующий пункт, который делает автор, это превосходство Христа над ангелами. And so again, we're going to divide the text up into several subsections. И опять же, Paragraphs. нам нужно разделить текст на нескольких подсекций, то есть параграфов. And we want to ask the question, how is he proving this point? И опять же, нам нужно задать вопрос, каким образом автор подтверждает свою точку зрения. Now, just looking at the text in chapter 1, Просто глядя в текст в главе 1, how is he going to prove his point? как автор подтверждает, доказывает свою точку зрения. What are you reading there? Что вы здесь читаете? С 4 стиха начнем. Называй сыном, А? называй его сыном. God calls Jesus son. Correct. Well, there we go. There's our first one. He's the son. Да, его сыновство. Божественность. And he's more than the son, he's also God. Да, то есть он более чем сын, он Бог. But how does he go about doing that? What are these verses that we're reading? Но как автор развивает здесь мысль? Что это за стихи вот мы читаем с 4 класса? It's quotes from Old Testament. Quotes from the Old Testament. Цитаты из Ветхого Завета. So he's going to go back to the Old Testament То есть and prove something about Christ. автор обращается назад к Ветхому Завету и что-то доказывает о Христе. Now, if you're doing a detailed study of this book, you would want to read every one of those chapters of the Old Testament. И если вы хотите делать такое детальное исследование книги, тогда, конечно, вам нужно прочитать все вот эти ветхозаветные первоисточники. And you would want to know what the Old Testament author is saying. И вам нужно разобраться в том, что же говорил ветхозаветный автор. And then you would want to know how the author of Hebrews is using that quote
in regard to Jesus. И вам нужно понять, каким образом автор послания к евреям использует эту цитату в отношении Иисуса. Now at this point he's only calling him the son. Ну, да, на данном этапе он просто называет его сыном. And so a lot of these obviously are his sonship. Ну и очевидно, что многое здесь говорит о его сыновстве. Another idea in verse 9 is his love for righteousness. Другая идея в 9 стихе – это любовь к праведности. Да? Ты возлюбил праведность, ну, правду все. The next comparison to angels is his creative work. И это в 9 стихе. В 10 стихе мы видим труд Христа в сотворении. И это опять же сравнение его с ангелами. So the son can create, but angels cannot. Сын может творить, а ангелы не могут. Actually, the angels are considered servants in here. Можно просто? Ну и вообще-то ангелы здесь называются слугами. Look at verse 6 though. Notice there's a key word in verse 6. Ну, обратите внимание, 6 стих, да, там есть ключевое слово. When does verse 6 take place? Когда 6 стих имеет место? Second coming. Second coming, very good. Второе пришествие. By the way, this helps you interpret the Old Testament passages. Кстати, это помогает вам толковать также и Ветхозаветное. Because this is when he again brings them into the world. Потому что это вот когда снова Бог вводит первородного своего в мир, во Вселенную. And so, another point of proof is he's at a position at the Father's right hand. И еще одно доказательство – это положение Христа одесную Отца, по правую руку Отца. And no angel is at that position. И никто из ангелов не сидит на этом месте. So, Там снова, да, слово, ну, в английском говорит. Да. so as you're making observations of each paragraph, И когда вы делаете наблюдение каждого такого абзаца, да, то есть все вот это идут отдельные абзацы, понятно, да? Отдельная мысль в каждом. you would notice that each of these paragraphs make a comparison between the Son and angels. И вы заметите, что в каждом из этих абзацев есть сравнение Сына с ангелами. And in your mind, you would group these things together and realize, oh, he's proving that the Son is better than angels. И в вашем понимании вы все эти сравнения сводите вместе и говорите, ага, то есть автор здесь доказывает, что Сын превосходнее, лучше ангелов. And so in your mind, you would make a connection of how he's proving that. И таким образом, уже в вашем мышлении вы делаете эти связи, да, вы видите взаимосвязь того, вот, ага, как он здесь вот эту мысль доказывает. And following that, we now have our first warning. И вслед за этим мы видим наше первое предупреждение. So Вторая глава. we've recognized the Son gives better revelation than prophets do. Мы видим, что Сын дал лучшее откровение, чем дали пророки. One of the reasons is he's superior to angels. Ну и одна из причин это то, что он превосходнее ангелов, да, то есть он дал лучшее откровение, чем ангелы и пророки. Now recognize how chapter 2 verse 1 begins. Но посмотрите, да, как начинается 2 глава. It says, for this reason. Сказано посему. So because of everything that's been said, now we have a warning. Поскольку вот все, что было сказано, теперь у нас есть предупреждение. There's a danger of neglecting this greater revelation. Есть опасность в отвержении вот этого первого откровения. Опасность отвержения вот этого, не первого, а прошу прощения, более значимого откровения. Let's see. Это стихи с 1 по 4. Look at verse 14, how that ends. Посмотрите, как заканчивается 14 стих So, 1 главы. 14 стих 1 главы. What's one of the purposes of angels? Какова одна из целей ангелов? To serve, to minister. And who are they serving? И кому они служат? To the... Стих 14. To the saved. Believers. Believers. So angels are serving believers. Ангелы служат верующим.
And these are believers because they are to inherit salvation. И это верующие, мы знаем, потому что это те, кто имеют наследовать спасение. By the way, if you're teaching through this book, this may be a point to do a word study on salvation. И, кстати, когда вы будете проповедовать эту книгу, это как раз хороший момент, чтобы исследовать слово спасение. And you remember there's 3 tenses of salvation. И вы помните, да, есть 3 фазы спасения. There's a past tense, Прошедшее, present tense, and a future tense. настоящее и будущее. Это будущее спасение, да? So, is it about future salvation? Very good. Вот, точно. Yep. So notice the verb tense there in verse 14. Вот, поэтому, да, обратите внимание на время глагола в 14 They стихе. will inherit. Они имеют, ну, то есть они будут еще наследовать спасение. So in verse 3, when it talks about neglecting this great salvation, И поэтому в 3 стихе 2 главы вот сказано здесь, что мы можем вознеродеть, то есть пренебречь об этом спасении. what salvation does verse 3 refer back to? О каком спасении нам говорит стих 3? На какое спасение он указывает? So we're dealing with this future inheritance. То есть мы имеем дело с будущим наследием. Что там, что там. Verse 3 uses the same word, salvation. Стих 3 2 главы использует то же самое слово, спасение. Now if we don't get this connection, look at verse 5. Если мы не разберемся вот в этой взаимосвязи, хорошо, давайте посмотрим на 5 стих. What is the meaning of verse 5? Какое значение 5 стиха 2 главы? He tells us what the topic is. Он говорит нам уже о том, о чем тема. So what's the topic? What's he talking about? Какая тема здесь? Будущее. Future. The world to come. Yes. Будущая вселенная, грядущий мир. So what is the future world that we're dealing with? И что же это за будущая вселенная, грядущий мир, о котором мы здесь говорим? А? Царство. The kingdom. The kingdom. Very good. Да, царство. That's right. Хорошо, очень хорошо. So are we dealing with getting saved? То есть, идет ли здесь речь о том, как получить спасение? Но No, we're dealing with our position in the kingdom as believers. Нет, речь идет о нашем положении в царстве, как верующих. Now, does that fit all the data in the text? Но согласуется ли это со всеми данными, которые у нас есть в тексте? So, the point being, our interpretation of a passage has to match all of the data in the text. То есть, что я хочу до вас донести? Наше толкование текста должно включать в себя, должно согласовываться со всеми данными, которые есть в тексте. And so far, it seems to match up. Ну и до сих пор кажется, что оно таки сходится, согласуется. We have a future tense of salvation. У нас есть спасение в будущем, ну, будущее спасение, да, будущая фаза спасения. The warning is about neglecting this concept. Есть предупреждение об опасности игнорирования, да, вознеродения об этой концепции. And then in verse 5 he says what we're talking about is the future. И в стихе 5 автор говорит, что вот то, о чем мы говорим сейчас, это будущее. All of these things match. Все это как-то хорошо сходится. Да? Now many will come in here and they'll grab that word salvation. И многие придут, услышат и схватятся за это слово спасение. And they'll talk about our past, about getting saved. И они начнут говорить о нашем прошлом, о том, как получить спасение, да, в фазе возрождения. Now this is called illegitimate totality transfer. И вот это называется, то, как мы раньше говорили, некорректный перенос значения. Да. You can't give a technical meaning to a word and have it have the same meaning everywhere. Вы не можете просто получить один раз какое-то техническое значение текста там, в каком-то месте, и это значение перетаскивать везде, где вы видите это слово. The meaning of a word is defined by its context. И значение слова определяется его контекстом. Now again, notice what we saw in verse 6. И опять же, обратите внимание, что мы видим в 6 стихе. What's the time period we're talking about here? О каком периоде времени мы здесь говорим?
verse 6 in chapter Chapter 1, chapter 1. я прошу прощения, в первой главе 6 стих. The future Future, we already identified that as a second Advent Да. passage. вводит во Вселенную, да поклонится Ему. Мы уже определили, это второе пришествие. So we come to the first warning, we're dealing with inheriting salvation. И мы уже подошли к первому предупреждению, где у нас речь идет о наследовании спасения And neglecting that concept. и об опасности отвержения, пренебрежения этой концепции.